in wraparound. It seems to me that it's not medical person. No. It's not clinician. No, it's a master's level, like social worker. Он как координатор усилий других специалистов, но у него очень большой опыт, ну, изначально бэкграунд у него как раз медицинский, но он такой как координатор, куратор. Да. То есть это не врач. Вы говорите, что это координатор. Фасилитатор. Or a marriage and family therapist. Или консультант по вопросам семьи и брака. That's the person that conducts the wraparound process for us. Это тот человек, который следит за всем процессом комплексных услуг, оказываемых конкретной семье. And they work together with the social worker. Они работают вместе с социальным работником. From social services. Из тех учреждений по оказанию центров социального обеспечения. Or the probation officer from juvenile probation, the criminal system. Или этот человек работает в тесной связке со специалистом из ювенальной юстиции. And we call them facilitators. Мы называем их фасилитаторами. Our facilitator brings the family and the team together. Этот человек, который соединяет семью и рабочую группу, команду из организации вместе. And together through consensus decision making. И посредством они вместе принимают решения. They develop the wraparound plan. Они разрабатывают план комплексного подхода. Then the social worker presents it before the judge. И социальный работник пишет заключение social worker For social services. Он предоставляет свое заключение для центров социального обеспечения судьи. Judge. The social worker presents the plan before the judge. Он этот план, который они составили вместе, он показывает судье. Right. And if the plan addresses the original safety issues. Если в плане указаны также меры по безопасности или по безопасности, then the judge approves the child remaining at home. То судья дает добро, чтобы ребенок оставался в семье. And then every 3 or 6 months, the judge reviews the plan and the progress. Каждые 3-6 месяцев судья просматривает план и дает свое заключение. And does that answer structural questions? Yes. Я пыталась покрыть структуру организации, как он работает. Good. Okay. And the consensual decision making. The facilitator, when they get to looking at safety issues, когда рассматривается вопрос безопасности, the facilitator needs to make sure that everybody on the team is in agreement with how the safety issues are going to be addressed. И фасилитатор, он разговаривает со всеми членами команды, которые вовлечены в процесс оказания услуг конкретной семье или ребенку, и они должны все согласиться с тем, что вопросы безопасности обговорены, и все согласны с этим. Because safety is usually the area where everybody has a different perspective. Потому что вопрос безопасности, он обычно, на него все по-разному смотрят, и важно здесь согласиться вместе всем. So I'm going to give an example. Я дам пример. So you have a family and the parents lost their children or child because they hit the children when they're angry. Например, есть семья, у которой был изъят ребенок из-за того, что они его ударили, когда они были злыми. And the child also runs away when they're upset.
И когда родители злятся, ребенок убегает из дома. So the facilitator lets the parents know our plan needs to help you stop hitting. Фасилитатор разговаривает с семьей и говорит ему, что наш план действий включает в себя работу над вашими эмоциями, да, чтобы вы перестали злиться на него. And the bachelor's level staff tells the child, in order for you to remain home, we need to help you learn how to not run away. И сотрудник, который встречается с ребенком, он с ним разговаривает о том, что тебе нужно научиться не убегать из дома, и мы работаем над тем, чтобы ты оставался дома, когда родители злятся. So you have hitting parents, running away child. Итак, есть родители, которые применяют грубую силу по отношению к ребенку, и есть ребенок. And that's when you start to get the different perspectives. So the courts have the safety of the child. И вот здесь мы начинаем смотреть на этот вопрос с различных сторон. Есть суд, который принимает решение об изъятии ребенка. If you ask the therapist is saying, you have stressed out parents who were abused themselves and never got to resolve the abuse, and that's why they're hitting their children. И психолог, он говорит, что есть родители, которые применяют грубую силу, побои, да, они сами между собой не могут разрешить этот конфликт, и поэтому они переносят его тоже на ребенка. If you ask the parents, they say, my child doesn't obey me. А если спросить родителя, родитель говорит, а мой ребенок не слушается меня. If you ask the child says, my parents don't understand me. А если спросить ребенка, ребенок говорит, мои родители меня не понимают. And then you have teachers. Есть учителя. And you have neighbors. Есть соседи. And everybody comes together, and the facilitator has to help everybody see each other's perspective. Все эти люди, они собираются вместе, и фасилитатор, они разговаривают, обсуждают ситуацию, и фасилитатор должен убедиться, что все понимают и принимают точку зрения другого человека. And the facilitator has to help everybody come up with a creative and innovative way to help the parents not hit, help the child not run away. И фасилитатор, он приводит к обсуждению, помогает всем прийти к решению, чтобы помочь родителям, чтобы они не избивали детей, чтобы ребенок не убегал из дома. Because we've learned that you can't meet those kind of needs just with therapy. И мы пришли к заключению, что мы не можем просто психологическими разговорами вывести ребенка из проблемной ситуации, решить ситуацию. So now I'm going to give you an example of creative interventions for that particular family. Сейчас я вам дам пример того, как мы подошли креативно к решению вот именно этой проблемы, вопроса. That a judge approved. Судья принял к рассмотрению и не стали изымать ребенка из семьи. So the parents did get trauma therapy. Родители прошли терапию травмы. Нет, драма. Trauma therapy. But they also got regular respite, so breaks from their children. Date nights. Going out together. The parents got to go out together on Saturday nights while the children got childcare. Также было родителям предложено пойти на свидание вдвоем, там, из суббот, а за детьми присматривали специалисты.
because they hadn't had a date night in many years. No break from the children. Потому что на протяжении многих лет они не могли вот уединиться, побыть просто вдвоем без детей. Should be a very normal need for parents. Very normal need to go out regularly as a couple without worrying about their children. А это самая обыкновенная нужда родителей, чтобы они могли побыть вместе вдвоем без детей. И эту нужду надо удовлетворять. They also figured out who they could call when right before they were feeling like they would hit their child. Также было предложено им позвонить кому-то из сотрудников в тот момент, когда они чувствовали, что сейчас они выйдут из себя и могут просто вот ударить и бесконтрольно избить ребенка. The mother chose her favorite sister. Мать выбрала сестру. The father chose his boss. А отец выбрал позвонить своему начальнику на работе. Because the boss had difficult adolescent children too. Потому что у его начальника тоже были подобные ситуации, у него сложное детство. And that was part of their safety plan. They would call. И это было частью плана по безопасности. Они звонили. And they would say whatever they needed to about their children. И они просто говорили все, что они думают о своих детях. They would say the worst. Они говорили самые ужасные слова. Like, I hate my children. Я ненавижу своих детей. I don't want them here. Я не хочу, чтобы они I были feel like здесь. hitting them. Я чувствую, что я сейчас и забью, ударю. And worse. И даже худшее. And they weren't judged. И их не осуждали. По телефону, когда они звонили, их не осуждали. It helped them calm down. Это помогало успокоиться. And the sister and the boss, Сестра и вот босс, начальник, they were on the team. они были в команде комплексного подхода. And they would remind the father and the mother, you're doing really well. И они говорили родителям, вы знаете, вы делаете правильные вещи. You're following through with your plan. Вы следуете своему плану. You are going to be successful. Вы будете успешны. You don't need to hit your children. Вам не надо бить своих детей. And are you okay now? Но ты успокоился сейчас? Can you go back and deal with the children without hitting? Ты можешь сейчас вернуться к своим детям и разговаривать с ними спокойно и решить тот вопрос, из-за которого возникла такая ситуация. If they say yes, then they would go back in and parent. If not, the agreement would be that one of the parents could go ahead and leave and take a physical break from the house. И если родитель соглашался, что да, он все успокоился, с ним все в порядке, он мог возвратиться к своим родительским обязательствам. Если нет, то он может просто уйти из дома, просто такую вот физическую обстановку сменить. Уйти из дома, детей отравить. Over time, this helped them to deal with the children's acting out behavior successfully. И на протяжении времени вот такая терапия помогала родителям справляться с собой и справляться в дальнейшем, разрешать такие конфликты более успешно, без рукоприкладства. What's important about that particular plan Что очень важно, вот про такой конкретный план, is that the therapy did help with their trauma from their childhood. Вот такая терапия помогала справиться с теми травмами, которые были получены в их детстве. But it was the sister and the boss that helped them learn a very normal thing that the rest of us do. И вот в случае в этом сестра и начальник мужчины помогли им прийти к нормам поведения в обществе, вот, которые для нас, например, нормальны. Да? Вот, им потребовалось дополнительные шаги, чтобы прийти к этому. I understand that both and sister specially trained for these roles. No? Nope. And my question, do they have any compensation payment or they do it voluntarily? The latter. Voluntarily. That's one of. Вопрос был вот сестра и начальник. Они специально обучены к тому, чтобы проводить такие консультации по телефону, и платят ли им за это? That's such an important part of wraparound.
Это очень важная часть комплексного подхода. And I was talking to Elena about, we call them natural members. Это то, что мы называем поддержка окружающего окружения. Remember what I said at the beginning of the training is that families with special needs children are very isolated. И как я говорила, что семьи и дети вот с особыми нуждами, они очень изолированы от общества. But it is my understanding that Russian families, much like American families, in general can be very isolated. И как я понимаю, что вот ситуация, когда вот в Америке семьи изолированы, также и в России семьи могут быть очень закрыты и изолированы от общества. And unfortunately, both of our societies have told families you need to handle things on your own. И как и наша культура, и ваша культура, она навязывает нам свое вот мнение, что мы сами справимся, мы сами по себе самодостаточны. However, our original cultures, way back hundreds of years ago, communities work together to support families in raising their children. Но сотни лет назад в обеих культурах было такое, что общество помогает семье справиться с определенными трудностями, помогают пройти через какие-то испытания. And the way that I look at it now is that wraparound and families with special needs children are in a way teaching us as a society to return back to being closer knit. Ну вот комплекс, метод комплексного подхода как раз-таки и учит наше общество как бы возвращаться к истокам и помогать, окружать заботой. Many of their needs that seem so complex are actually very, very normal needs that all of us experience. Есть нужды, которые кажутся очень-очень сложными, ну, а для кого-то это самые обыкновенные нужды, с которыми мы справляемся. I have two 10-year-olds. У меня есть два ребенка, 10-летних. And I call my sister regularly. Я звоню своей сестре постоянно. And my husband calls his best friend. Ее муж звонит своему самому лучшему другу. And we're a very normal, healthy family. У нас самая обыкновенная, нормальная, здоровая семья. It's important for parents to be able to have people to call. У родителей должна быть возможность звонить своим близким. When the stressors are too high. Когда ситуация настолько стрессовая, что зашкаливает. So I'm going to return to this. Next slide. Laura, and I suppose you have other families as this, not supervisor, as sister helps you. Oh, yes, yes. Yes, somebody can call you and... Oh, yes. Especially adoptive parents. Rucker and I adopted our children. And so other friends who are adopted parents, we call each other. How many people do you have that can call you and... A lot. Был вопрос, есть ли люди, которые звонят Лоре, чтобы она тоже помогала им через какие-то ситуации. Вот Лора говорит, да, мы с мужем, как Юля знает, усыновили своих детей, и ей звонят родители, усыновившие детей. Тоже. И таких очень много людей, которым могут позвонить, посоветоваться. Каким образом люди оказываются вот в этом кругу? Например, сестра, это чья инициатива? Самой семьи? Или это специалисты их приглашают? Вот как эти значимые люди оказываются в этом? How do you find this Invite these people like sister and base into this? Good. Great question. Is it their initiative? How do they find out about it? Or is it specialists who talk to them? Or family? The latter. So when a family is isolated, когда семья находится в такой вот изолированной изоляции, the facilitator фасилитатор finds out from the family узнает у семьи, who's most important to them in their life. какие люди являются для них наиболее важными.
and who used to be very important. Или кто был раньше очень важным человеком в их жизни. And also places, like church. Или какие места для них значимы, например, церковь. Recreation centers, like places where the family used to go and do social activities where they're connected with people. Места, где они отдыхают и куда они любят ходить. With the child, they find out who their favorite teachers were. У ребенка узнают, кто их любимый учитель в школе. If there was a coach that they were connected to. Может быть, это тренер по спорту, с кем они были в очень хороших отношениях. Best friends. Лучшие друзья. Sometimes parents of best friends. Иногда родители лучших друзей. And what the facilitator is listening for is who are all the potential people that could be on the team. И фасилитатор очень внимательно слушает, кто может быть вот как раз в этой команде помощи этой семье ребенку. And the goal is to have 50% natural members. Цель вот такой вот команды, чтобы половина этих людей были из ближайшего окружения. The natural members are the people that are not paid to be there, that are connected from the heart. Эти люди из ближайшего окружения – это люди, которым не платят. Они действуют по зову сердца, чтобы помочь. The other 50% are professionals. А остальные 50% – это профессионалы. And as much as we might love the family, И насколько мы любим семью, we're still paid to be there. но нам оплачивают нашу работу. And a family knows the difference. И семья знает разницу. So, in Irina, I'm glad that you brought that question up. Я очень рада, что вы подняли этот вопрос. That's the #1 indicator if wraparound, the process of wraparound is going to be most successful. Это один из индикаторов того, что вот, услуги, оказываемые по комплексному подходу, будут успешными. The teams that have 50% or more natural members Та команда, которая оказывает услуги конкретной семье и в которой есть 50% или больше членов вот, ближайшего окружения, are the most successful. это наиболее успешные команды и наиболее успешно оказываются услуги. And here's why. Wraparound in our agency at EMQ is only 1 year long, on average. В EMQ, в их организации, процесс оказания услуг конкретной семье длится 1 год. План составляется на 1 год. But the child is going to have needs and the family is going to have needs for the rest of their life. Но у ребенка и у семьи будут нужды и запросы на протяжении всей своей жизни. So if the facilitator and the other professionals can help the family strengthen the connections with the natural members, И когда фасилитаторы и члены команды, вот профессионалы, сотрудники организации могут наладить взаимоотношения, взаимодействие семьи с ближайшим окружением, then they take over and carry on the plan after we're gone. и тогда члены ближайшего окружения, вот эта вот команда поддержки, они смогут и продолжить работу после того, как не будет профессионалов в их жизни. And after a while, it's not a plan anymore, it's the way that people live. И дальше это уже не план поддержки, это уже просто образ жизни. Okay. So now, wrap around. Does that say wraparound is? Yes. Okay. So, as you can tell, wraparound is completely community-based. Комплексный подход, он завязан на общество. It is a process. Это процесс. It emphasizes and uses the strengths of the child, the family, and the community. Делает особый акцент на сильных сторонах семьи ребенка. The plan is very well coordinated. План очень хорошо продуман. It's very individualized. No two plans look alike.
Это индивидуальный план, нету двух похожих. It's unconditional, meaning a child will not fail out of wraparound. И услуги не ограничены условиями. Это не значит, что мы просто он не подходит нам по каким-то критериям, мы просто выбросим его из программы. It's designed to meet a number of different unmet needs. План разработан таким образом, чтобы удовлетворить различные нужды. And to help the child and the family achieve set goals. И разработан, заточен на то, чтобы семья и ребенок достигли каких-то целей вместе. So if the goal is safety, если целью мы ставим безопасность, so the child can remain at home, так чтобы ребенок мог жить и оставаться в доме, чтобы он не был изъят, then that's the primary outcome that the team would work on for that year. И вот 1 год команда будет работать именно в направлении этих целей. If the plan is safety and the child needs to be more successful in school, если план, цели такие, чтобы была безопасность для ребенка и чтобы улучшить показатели в школе, then the team would work on those 2 major goals. Тогда команда будет работать по направлению достижения именно этих целей. Откуда поступает информация о таких детях и о таких семьях? Where do you take information about these children and families? So that How do the children and families come to you? How do they find out about you? Through social services, Через социальные центры, through our juvenile probation department, от департамента ювенальной юстиции, ну там, ну да. and our mental health department also informs family about our wraparound services. Также департамент по mental health, по психическому здоровью, пунктик есть, по психическому здоровью также информирует семью о программе комплексного подхода. То есть у них есть выбор, либо изымут ребенка, либо они пойдут по этой программе. Is there a choice if a child is taken out of the family or a child is going under your program? Yes, many times. Да. Yes. Очень часто именно есть такой выбор. Yes. So sometimes It's a good motivation for a family. it can be, sometimes it's a lot of pressure for them too. Но также очень много на них давят, на семьи. And they can be a little grumpy at the beginning. И поначалу они очень такие, ну как ежики. Not really happy to have us there. И они не очень счастливы, что мы пришли в их жизнь. But once we spend time really listening to them and connecting around their strengths, Но когда мы проводим время и слушаем их очень внимательно, мы делаем акцент на их сильные стороны. and we explain to them how successful we've been with other families, Мы объясняем, в каких успехов мы достигли с другими семьями. then the trust is raised and then they go with the process. И они начинают доверять нам, и они дальше с радостью идут через весь процесс. Okay, next slide. And this is our primary outcome. Это наш самый главный результат. And we've been very, very successful as an agency. И как вот наша организация, мы были очень успешны в этом. Thousands and thousands of children have remained successfully with their families. Тысячи и тысячи детей остаются у себя дома, их не изымают из семьи. So I want to explain now, in the time we're still good. Okay, I want to explain how wraparound is different from traditional services. Я хотела бы немножечко рассказать вам о том, насколько отличается комплексный подход от обычной поддержки в социальных центрах. So on the left side is the traditional historical model of serving these kids. С левой стороны обычная показано, как работают социальные службы традиционно с семьями. And how I was trained 25 years ago. И как 25 лет назад меня научили действовать так. And this is the wraparound in contrast. С
С правой стороны комплексный подход, как сейчас это действует, работает? So on the left, as a trained clinician in the past, I would be considered the expert. Я, вот когда меня обучали, я считалась экспертом So if the по family оказанию came, поддержки семье. the family would come to me and I would pretty much drive the care. Семья приходила ко мне, и я оказывала поддержку. In wraparound, the parent is the expert in the child's life. В методе комплексного подхода родитель является экспертом. And the facilitator or clinician actually facilitates a process Фасилитатор, он координирует процесс. with collaborative decision making. И принимаются общие решения, совместные решения. In the past, we would be focused primarily on problems. В прошлом мы делали акцент на самой проблеме. With wraparound, we focus on needs. В комплексном подходе мы делаем акцент на нужды и запросы. And remember what I said about behavior. So in the past, we would be focused on the bad behavior and how to stop the bad behavior. Если раньше мы бы фокусировались только на плохом поведении, мы бы всячески стремились остановить это плохое поведение. Now we focus on what are the unmet needs underneath the behavior. Сейчас мы фокусируемся на том, какие есть нужды неудовлетворенные, которые приводят к плохому поведению. In the past, we would focus on the deficits the child had and the family had. В прошлом мы бы смотрели на какие-то недостающие элементы в жизни ребенка. And now we focus on all of their inherent strengths. Сейчас мы смотрим на сильные стороны, которые есть у ребенка и у семьи. And I'd like people to bear with me because I want to give an example of how this is different, okay? Сейчас я вам покажу на примере, как это отличается. So we had a boy named Billy У нас был мальчик по имени Билли. that came to us. He was 9 years old. Ему было 9 лет. He had three very, very difficult diagnoses. У него было три очень сложных диагноза. He was attacking his siblings and mother every night. Он нападал на своих братьев, сестер и на маму каждый вечер. And in his school, he was attacking peers and teachers daily. И каждый день в школе он просто нападал агрессивно на одноклассников и на учителей. Requiring prone restraints on the floor 4 times per week. Held down on the floor. И несколько раз в неделю его просто держали руками и ногами на полу, прям сдерживали его. So he came into our wraparound program. Он пришел к нам в программу. And of course, we put a lot of intensive mental health services to he and his family. И мы оказывали ему, конечно же, и его семье очень такую серьезную психотерапевтическую помощь. We had a family specialist, Был сотрудник, the bachelor's level, который по работе с семьей как раз. who was trained in wraparound and went and met him to find out about things that he's really good at. What are his strengths? Он встречался с семьей, с ребенком, и этот сотрудник узнавал, какие у тебя сильные стороны, что ты больше всего любишь делать. And found out that he was a computer whiz, very good at computers. И он узнал, что этот мальчик очень хорошо разбирается в компьютерах и очень любит. So she had an idea. У нее возникла идея. Who could he teach about computers? Кому бы он мог научить работать с компьютером? So she found a senior center in his neighborhood for seniors, a community center for seniors. Она узнала, что есть неподалеку центр для пожилых людей. And he asked the director of the senior center, can this young man teach your seniors about basic computers? И она, этот сотрудник спросил у директора центра для пожилых, может ли этот мальчик приходить в ваш центр и обучать пожилых людей работать на компьютере? And the director said, oh yes. Конечно, он сказал директор. For free. Бесплатно.
that staff member took it to the team with the facilitator to make sure they were okay with him doing this. Фасилитатор с сотрудником взяли этого мальчика, они встретились вместе с директором. And they were nervous, Конечно, все нервничали, but they said yes. но они согласились. So she helped him develop the curriculum for the basic computer class. Сотрудники помогли ему разработать план работы на компьютере для пожилых людей. And then he taught an hour basic computer class every week to the seniors. Каждую неделю, раз в неделю, по 1 часу он обучал пожилых людей работать на компьютере. And he did beautifully. Он прекрасно справлялся. So, what's powerful about that, he's not unique. We have hundreds of those examples, but what's powerful Это не самый уникальный пример, я вам даю, у нас таких сотни примеров, но что есть очень сильная сторона в этом. is that he had to intervene on his own symptoms. Он начал понимать свои собственные нужды. Okay? Both while he was developing the curriculum, he would have to calm himself down. Когда он работал над вот этим планом, он должен был успокоиться. When he was teaching, he had to self-soothe, calm himself. His anxiety would get very high and he'd have to talk to himself, calm himself, take breaks. И когда он преподавал, он также должен был так сам с собой поговорить, успокоиться. Он делал перерывы, паузы вот посреди вот этого учебного процесса. And then when all of the elderly ladies would congratulate him and thank him, he would also have to calm himself. И когда вот эти пожилые дамы начали его благодарить и говорить, какой он молодец, ему тоже приходилось успокаивать себя и вот так. The beauty of that is that for the first time in his life, he was able to give to other people. И что самое хорошее в этом, то что впервые в жизни он имел что-то, что он может отдать другим. In his own mind and in his mother's mind, he wasn't broken at that time. В своих глазах, в глазах своей мамы он был полноценным членом общества. And it helped him heal faster from his own illness. И это помогло ему вылечиться быстрее, отдавая от себя что-то. That's why discovering strengths are so important. Поэтому обнаруживание сильных сторон так важно. And making sure that they're an integral part of a treatment plan. И нужно убедиться, что это очень важная часть вот, в подготовке всего плана сопровождения ребенка и семьи. So, in the past, we would focus on very traditional mental health services. В прошлом мы делали акцент на психотерапевтические услуги. With wraparound, we're very much focused on supports as well as services, but a lot more emphasis on supports. В комплексном подходе мы делаем больше акцент на поддержке. Конечно же, услуги тоже туда включены, но именно поддержка является ключевым моментом. And as I mentioned in the past, we would fit the child and the family to the service. И как я говорила раньше, мы пытались вписать семью в различные вот службы поддержки. And now the wraparound is tailored to the family's needs. Сейчас комплексный подход, он базируется на нуждах конкретной семьи. In the past, we would be focused on the child as the primary client. Ранее мы фокусировались на вот, благополучателя, на клиента, да? With wraparound, we're creating partnerships with Parents First. В комплексном подходе мы создаем партнерство, где в первую очередь это партнеры наши родители. A partnership with the child. И партнерство с ребенком. And then all of the team members as well. И также это партнерство с членами команды. And then the last difference would be is a very, very rigid model historically. И последнее, это исторически так складывалось. Sure. As an example, before wraparound,
children and families would need to come to our buildings to receive services. До того, как мы внедрили комплексный подход в оказании услуг семье и детям, было раньше так, что семья с ребенком должна была прийти к нам в наше здание, чтобы получить услуги. During business hours, Monday through Friday, 9 to 5. Это были рабочие дни с понедельника по пятницу с 9 до 6. And now all of the services are offered at flexible hours. Сейчас услуги предоставляются в гибкие часы. So for instance, if a child has anxiety about going to school and won't get up out of bed, Например, если ребенок не может встать с утра, чтобы идти в школу, и он раздражен и нервничает, then a staff member would go to the family home at 6 o'clock in the morning and help with a wake-up plan. и сотрудник может приехать в 6 часов утра домой и разработать план, как справиться с этой ситуацией. If on Sunday night, when Если в воскресенье вечером everybody's getting stressed out about the school week, у ребенка просто стресс, он не может в школу пойти, собраться, then a staff member will go out to the family home to help reinforce the safety plan so nobody gets hit. сотрудник приезжает в воскресенье вечером, разговаривает с родителями, с ребенком, и они разрабатывают план поддержки так, чтобы ребенок не пришел туда в школу, не избил кого-то. So sometimes people go, oh, that must be so expensive. Ну, конечно, есть такие мысли, наверное, это очень дорого. But if you compare that to if a child was removed from their family and put in a residential facility, Но если сравнить, что ребенок будет изъят из семьи и помещен в казенное учреждение, which is so much more expensive это намного дороже, than sending one staff member to the family's home to help with a safety plan, это намного дороже, чем прислать сотрудника, который окажет своевременную поддержку. then you begin to understand that it's actually quite a bit of cost savings. И есть понимание, что мы просто экономим. And then ultimately it's far more humane. И, Child remains home with their parents who love them. и это намного человечнее оставить ребенка дома с родителями, чем изъять его и получить. And the safety can be created. И безопасность, можно придумать различные способы, как справиться с ситуацией, чтобы ребенок был в безопасности. Okay, we've got a few more minutes. Let's go ahead and do the values now. Oh, back. There we go. Ценности, yes, values. These are the wraparound values. Это ценности комплексного подхода. You also have the explanation of them. У вас в раздаточном As a материале handout. есть определение, такая табличка, описание. These values are the underpinning of our service delivery model. Эти положения, ценности являются ключевыми в комплексном подходе. I've spoken about some of these values. Я уже говорила о некоторых. And what's most important for any NGO about these Что очень важно, чтобы некоммерческие организации принимали во внимание эти ценности, is that you can redesign all of your services with these principles, and it doesn't have to cost money. вы можете реорганизовать свои услуги, учитывая вот эти ценности и эти основные положения, и это не будет стоить очень дорого. So I'm going to give you a personal example. Я дам вам сейчас пример. When I started with the agency 18 years ago, Когда я начала работать с организацией 18 лет назад, I had a private practice. у меня была частная практика. I was serving adults, Я оказывала услуги взрослому населению. primarily struggling with addiction issues. Те, у которых были зависимости. And then I learned about wraparound. Потом я узнала о комплексном подходе. And I decided to change my private practice and use all of these principles. Я решила изменить подход, который я использовала в практике оказания услуг, и использовать ценности комплексного подхода. So a 35-year-old man came to me for therapy.
мужчина 35 лет пришел ко мне, чтобы получить услуги. He was struggling with alcoholism. Он страдал алкоголизмом. And he was experiencing a breakup with his girlfriend of many years. Он расстался со своей девушкой, с которой встречался много лет. And he was severely suicidal. И у него были наклонности суицидального характера. He had a gun and he had a plan. У него был пистолет, у него был план. I still started with a strengths conversation. Я начала с сильных сторон, разговор с сильных сторон его. We moved very quickly into a safety plan. Быстро мы перешли на план безопасности. As well as goals around his addiction. Также мы обговорили цели, как он хочет избавиться от зависимости. With his safety plan, I asked him who he was closest to in his life that could help with the safety plan. Разговаривая о плане безопасности, я у него спросила, кто в вашей жизни является таким близким человеком, с которым вы можете поговорить в критические ситуации. He identified 3 very close friends. Он назвал 3 близких друзей. So I conducted an emergency session with the 3 friends and he together. Мы встретились вместе таким срочным образом с этими 3 друзьями. The long and the short of it is one of the friends took care of the gun. Один из этих друзей позаботился о пистолете. And then together the friends stayed with him around the clock. 24 часа в сутки эти друзья находились с ним вместе, так они чередовались. While his girlfriend moved out. Пока его девушка съехала с квартиры. So there were a number of other things that we worked on. Конечно, были еще много вещей, над чем мы работали. But before I was trained in wraparound, до того, как я узнала об этом подходе, I would not have thought to bring in his friends into a session. Я бы никогда не подумала пригласить его друзей вот на эту вот встречу. To develop a comprehensive safety plan. Чтобы разработать такой сложный план безопасности. With a client that was that high risk for suicide. С таким клиентом, у которого был очень высокий риск совершить самоубийство. I would have hospitalized him. Я бы его направила в клинику. But because one friend and he were in agreement that the gun would be removed out of his house within an hour of the session, мы в течение 1 часа встречи с друзьями договорились о том, что один из друзей заберет пистолет из его дома. and then I had agreement from everyone that he would not be left alone until the girlfriend moved out. Затем мы договорились, что друзья будут находиться с ним круглосуточно, пока его девушка собирает вещи и съезжает из дома. As a clinician, I felt comfortable. Как терапевт я чувствовала себя достаточно спокойно. That he would move through this loss without killing himself. Что он спокойно переживет эту ситуацию без самоубийства. And I would not have done that if I had not been trained in wraparound. У меня бы не получилось добиться такого результата, если бы я не следовала вот этим ценностям. And what time is it? 35. Okay, let's go ahead and do 10 minutes. Давайте 10 минут перерыв сделаем. Thank you. Сейчас одну секундочку мы накроем на стол, у нас есть небольшие угощения, вот, поэтому прям буквально дайте нам минутку. Хорошо? Часть